Всем привет! Сегодня мы будем собирать односторонний вертикальный букет в форме трапеции. Сейчас такие букеты тоже в моде пользуются популярностью. И плюс это как бы новый вариант классического одностороннего букета, к которому мы все давно привыкли. И мы здесь будем использовать максимально линейные цветы. Видите, у нас в качестве зелени будет Green Bell. Мы практически не показывали его в наших предыдущих видео, но сегодня он для нас максимально подходящий. Будем использовать матиолу. Розу мы берем одноголовую, тоже, смотрите, сразу же с более вытянутым бутоном, нежели круглым. То есть она не станет широкой, но нам как раз в данной ситуации это и необходимо. У нас будет лизиантус, несколько веточек кустовой розы, вероника и вот такой вот интересный соргум. Такое растение травянистое, ну, в принципе, часто на базах оно встречается. И начинаем мы с зелени из более линейных цветов, для того, чтобы как бы выстроить нашу стеночку, а затем уже ее непосредственно спускать вниз по форме букета. Мы возьмем нашу пастушью сумку. У нас всего лишь здесь 5 веточек. Да, 5 веточек, и начнем выкладывать. Все это выкладывается в спиральной технике. Сразу же хочу сказать, что это мы такой набор подобрали, да, то есть вместо матиолы вы можете использовать и любые другие линейные цветы. Например, вместо Green Bell что можно брать? Ну, какую-то воздушную вытянутую зелень. Если рускус. Это рускус итальянский, если это эвкалипты, то это эвкалипты Николя, который тоже с такими мелкими вытянутыми листочками. И также очень хорошо подойдет аспарагус, тоже он воздушный. То есть здесь принцип в том, что зелень должна быть именно воздушная, многоуровневая, и через нее должны проходить другие цветочки. То есть она не должна быть именно у вас как бы такая жесткая и держать вам форму букета. Можно лилию, кстати, использовать в такой композиции. Гладиолусы. Гладиолусы очень хорошо будут смотреться, особенно в качестве вот этого первого верхнего ряда, да, то есть лилия как раз, бутончики у нее встанут наверх, а нижние цветочки, которые распускаются уже, они вам зададут объем на нижних рядах. Это вообще очень классно, просто у нас сегодня нету лилии, но поскольку вы часто ставите, и многие часто ставят ее в букетах, вот попробуйте с ней такой вариант композиции проработать. И обязательно смотрите, что в этом букете, несмотря на то, что сохраняется рядность, каждый следующий уровень как бы переплетается с предыдущим. То есть нету такого, что один ряд такой, другой такой, а третий такой. Они должны иметь плавный переход и по цвету, и по содержанию. И верхний ряд должен быть максимально широким, потом за границы за его вы не выходите. А как ты выбираешь точку спирали в данном букете? Ну, я просто уже вижу, что у меня большое количество цветочков для того, чтобы спустить этот букет, поэтому чисто вот на глаз. На глаз. В процессе как-то это можно поправлять? Можно. Покажи нам, пожалуйста, разверни. Вот, видите, такой вот веер образуется. И мы не только выстроили соргумом верхний ряд, но добавили сразу матиолу чуть-чуть выше, ниже. Вот это все концентрируется. Да, то есть они должны как бы плавно переходить, да, один в другой. Хорошо, здесь вы можете поставить пониже, да, уже. Но тем не менее мы сохраняем принцип стеночки. Да. И упакован будет такой букет, тоже с одной стороны будет у нас стеночка, а тыльная часть будет открыта. Вот все спускаем, да? Уже потихонечку, да, как бы вы будете заполнять пустоты потихонечку, да, видите? Мы здесь заполняем не по кругу, а именно по лесенке. Да, по лесенке. Мы здесь спираль выстраиваем. Здесь у нас получается плоская спираль, поэтому у вас цветы будут здесь в спиральной технике расположены вот в этой плоскости и вот в этой плоскости. То есть здесь мы все-таки подставляем больше или ты перехватываешь? Здесь мы больше подставляем, потому что, в общем-то, у нас у этих цветочков нет, как вы видите, лица, да, то есть вы можете поставить ее, соответственно, только лишь по линии вашего букета. Ну, а здесь вы можете уже вот развернуть, да, вот если вы хотите больше, чтобы сюда смотрели, мне хочется чуть-чуть развернуть, да, вот таким образом. Все равно рисунок, посмотрите, пожалуйста, мы сохраняем.
Вот эта вот первая стеночка, как бы первый ряд, потом полуторный, потом второй ряд. Ну, можно поставить вот так. И закрепляем. Теперь, да, так как эти цветы очень тяжелые сами по себе, то обязательно, но опять-таки, да, так как у вас это первое крепление, не надо очень сильно крепить, потому что вы можете потом в какой-то момент вам захочется приподнять, опустить, в зависимости от бутонов следующих цветов, которые вы будете использовать в вашем. Вот видите, у меня подвижно, вот я могу поправить что-то. Обязательно не крепите слишком жестко, это будет в ваших же целях, чтобы и цветок не повредить, если вам захочется его каким-то образом потом развернуть. Продолжаем мы с нашей кустовой розочкой. И мне именно кустовую розочку хочется поставить, потому что, посмотрите, она такая у нас ветвистая. И кустовая роза нам позволит понять, какой выброс будет у нашего букета. Единственное, вы должны посмотреть и поставить вашу розу таким образом, чтобы она, соответственно, не выходила за правый и левый край да, букета. То есть смысл вашего букета будет заключаться в том, что он будет вот так уходить на сужение. Трапеция да, вот это. Чтобы сохранилась трапеза. Но вот здесь вот небольшая розочка, мы можем даже ее поставить немножечко и в серединку, для того, чтобы, как мы с вами говорили, сохранить, что у нас не просто рядность, но у нас цветочки как бы плавно переходят. Да. И по поводу кустовой розы сразу же хочу вам сказать, что есть ведь кустовые розы, такие сорта, например, как Яна, да, та же самая, что у них все бутончики на одном уровне. А есть вот такие вот именно, что она более ветвистая. У нас, к сожалению, это роза голландский микс, не знаем точный сорт, но старайтесь, чтобы веточки располагались на разном уровне. Тогда это вам как раз даст возможность в таком варианте букета максимально переплести цветы между друг другом, потому что если они будут на одном уровне, они, соответственно, не будут вам вот этот воздух и пространство давать, которое можно будет заполнять и другими цветами. То есть в этом букете у вас должны быть пустоты между цветами, которые будут заполняться каждым следующим уровнем. Вы можете закрепить. У нас 4 ветки мы здесь взяли. Да. Кенийский микс, например, тоже вот эта вот пятерка не подойдет, потому что они, как правило, очень маленькие, и они все вот на одном уровне. Либо их понадобится большее количество, чтобы вы могли их расположить такой минимальной лесенкой, чтобы у них шаг между ними был меньшего размера. Тогда это тоже будет выглядеть примерно так же. Но вы как бы говорите на том, что у вас будет большое количество. Так, ну а теперь продолжаем с лизиантусом. Есть, конечно, очень пышные, да, вот такие пышные ветки, поэтому вы должны обязательно обращать внимание, потому что если вы поставите вот сюда, то она выйдет у вас уже немножечко за край, значит, вам нужно либо оставить эту ветку вообще в покое, либо постараться ее поставить таким образом, чтобы она у нас еще раз подчеркнула вот этот выброс. Да, вот она такая, видите, очень кучмастая. Ну, а теперь посмотрим, что у нас есть. И лизиантус тоже, например, сорты Алиса, да, с крупным круглым бутоном, они не подойдут здесь. То есть выбирайте бутончик более вытянутый, либо более мелкий, как вот обычные лизиантусы, которые всегда вообще есть в каждом салоне, чтобы меленький был цветочек. Это как раз говорит о подборе цветов вот в разных вариантах букета. Да? Вы смотрите всегда, если у вас круглый букет, старайтесь подбирать круглые бутоны. Если у вас букет вот такой вот вытянутый, линейный, ну старайтесь, чтобы у вас и цветы соответствовали вот этой форме букета. То есть форма бутона должна подчеркивать вашу композицию. Вот, видите? Еще мы поставим вот такую красивую одноголовую розу. И вы, глядя на букет, можете посмотреть, да, вот посмотрите, здесь у нас есть ступенечка, а здесь у нас ее нет. То есть вы можете поставить вашу розочку и тем самым получить вот эту ступеньку. Посмотрите. Но не выходим за край. Вот вы получили эту ступеньку. Раз, два, три, четыре. И вот еще 5-е цветочки у вас идут ниже. Так, ну а вот эти розочки вы можете поставить, соответственно, вот сюда. Вы же видите, что у вас здесь немножечко образовалась пустота. То есть в этом варианте мы как раз, обратите внимание, не с крупного цветка начинаем, да, а вот такими более объемными цветами уже достраиваем и утяжеляем наш низ.
Ну а вот эту розу я бы вообще поставила вот прямо в самый низ, вот сюда, А рядышком, да, чтобы низ у нас оказался более тяжелым. Обычно мы лизиантусом заполняем пустоты. Да, но здесь чуть-чуть другой принцип. Да, здесь настолько кучмастый лизиантус, что для него потом сложно было бы найти пространство в таком букете. А разорвать невозможно, потому что Да. очень коротенькие были бы стебелечки. Вы всегда смотрите, если есть возможность разорвать цветок, то вы тогда можете это сделать. А если нет, то нет в этом необходимости. Только если какой-то цветочек мешает, и вы оторвете, и потом его будете использовать, например, в какой-то небольшой композиции, либо в корзинке. Нам осталось выстроить нашу Веронику, и она, вы видите, да, настолько идет линейно и на вытяжку, то вы как раз можете посмотреть, где вам этого не хватает, и ее доставить, потому что особо много места она у вас не займет, то есть хочется вот здесь. И розовинки как раз. Да, вот наверх здесь и розовинки добавить. не хватает, да, наверху. Я бы поставила ее сюда. Вот сюда мне хочется поставить, то есть тоже немножечко придать этой линейности. Смотрите, да, вот. Вот, тоже. И Видите? в этом ряду тоже розовинка нужна Вот у как вас, раз. да. Можно поставить вот сюда, да, только не выходим, да, помним, что мы не выходим за край нашего букета. Ну и одну можно поставить вниз. Тоже лесенка создается. Лесенка, чтобы у вас, то есть каждый цветочек у вас должен участвовать в этой лесенке. Вот обратите внимание, да, вот кустовая розочка у вас в лесенке, вот она, вот одноголовая вот у нас такая получилась лесенка, вот лизиантусы все по лесенке у вас стоят. Ну и теперь мы, соответственно, закрепляем наш букет, и останется его упаковать таким образом, чтобы подчеркнуть его линейность. Сейчас мы с вами наш букет упакуем. Еще раз я повторю, что сзади у нас, посмотрите, будет прямая стеночка, а спереди мы оставим всю фронтальную часть максимально открытой. Мы будем здесь использовать два вида пленки. Вот такую вот пленку из рулона, как я уже неоднократно говорила, она максимально мягкая, намного мягче, чем листовая пленка. И мы заранее отрезали по ширине пленки, видите, по ширине буквально 20 сантиметров. Когда вы отрезаете фронтальную часть, то вы сразу же прикладываете рулон и замеряете, какой длины у вас стебли, чтобы вам было понятно, сколько отрезать. И тут такой же принцип, как мы вам показывали в гладиолусах, что начинаем мы именно с передней части. Складываем вот таким вот образом. Получаем сейчас такой конвертик. Вот. Вот таким вот образом мы складываем переднюю часть. Берем наш букет и прикладываем. Поскольку сзади у нас цветочков нету, то здесь большой плюс, что букет можно класть. Не забываем о том, что когда мы сейчас пленку подзажмем в центре крепежа, да, она немножечко спустится, поэтому изначально, когда вы прикладываете, делайте это чуть повыше, чтобы был минимум открытых стеблей, если вам это не очень нравится, так же, как и нам. И вот у вас букет лежит, вы прямо вот так вот можете расправлять все. Делаем такую манжетку. Вот таким образом. И сразу же крепите либо анкором. Я сегодня буду использовать обычную бечевку, потом ее при необходимости будет проще удалить, если она у вас будет вдруг вылезать из-под атласной ленты. Вы сможете ее разрезать и просто вытянуть. Это временный крепеж технический. Вот, наша передняя часть готова. Заднюю нашу стенку и боковые две стенки мы будем достраивать вот такой вот листовой бумагой. Обратите внимание, что она сразу же идет двух цветов. Бежевая, что нам подходит под нашу цветовую гамму, и, естественно, светло-розовая, наша основная тональность букета. Один лист у нас пойдет на заднюю часть, и он будет использован целиком. А второй лист мы можем целиком разрезать по центру. Это будут наши боковушки. Нам нет смысла тратить 3 листа, вы увидите, что нам этого будет достаточно. Я, кстати, случайно взяла 3 листа. Так, наша задняя стеночка мы будем строить вот таким образом, что эта часть у нас окажется снаружи, а эта часть будет внутри, но все равно будут видны два оттенка. Мы вот таким вот образом с вами складываем. И сейчас я вам покажу, как делать тоже замер. То есть вот, смотрите, мы с вами сложили. Стараемся сразу сделать верхнюю часть чуть-чуть пошире, уже по форме букета.
и прикладываем. Получается, что стеночка, видите, она должна быть еще чуть-чуть выше цветов. Если вам нравится, когда у букета ножки закрыты, то вы оставляете именно так. Видите, ножки будут, получается, что закрыты. В принципе, такой вариант имеет место быть, и когда клиент заберет букет, он может либо подвернуть, либо поставить именно в таком виде в упаковке, потому что с пленкой ничего не происходит, в отличие от бумаги, да, даже если она намокает, то это ни на что не повлияет. Если вы хотите пошире, то смотрите, видите, этот букет вот можно вот так вот лежа равнять. Я пока что оставлю так, в процессе можно будет подрезать. Вот так выглядит наша первая стеночка. И тоже мы ее сразу же закрепим, чтобы она у вас не расползалась. Вот, уже практически вся упаковка видна, какая она будет по форме. Теперь мы с вами берем наши боковушки. И складываем таким образом, чтобы одна часть была максимально высоко, чтобы у вас не было резкого перехода, а другая часть пониже. То есть вот таким образом, видите, у вас один хвостик будет выше, а другой будет ниже. И прикладываем, чтобы здесь не было резкой ступенечки. Если вы хотите, чтобы здесь было бежевое, то вы, соответственно, вот в эту сторону загибаете. Здесь можно будет потом просто подклеить на клей, либо на двусторонний скотч. Либо, если вам не на что подклеивать, сразу же вот так вот загибайте побольше. Тогда у вас, видите, вообще ничего не понадобится, и букет будет смотреться максимально высоко. И за счет вот этого уголка нету резкого перепада между задней стенкой и боковой. Вот мы упаковали обе стороны, видите, и здесь они у нас немного асимметричные, но мне, в принципе, это даже и нравится. Главное, что нету нигде никаких резких перепадов, сзади видна стеночка. Обратите внимание, что в процессе я уже оставила всего лишь одну бечевку, только верхнюю, потому что все остальные нам уже были не нужны, и они бы нам мешали. Ленту я тоже беру сейчас и розовую, и бежевую, чтобы подчеркнуть обе тональности. Вот, видите, то есть можно обмотать только уже один уровень бечевки, а когда вы анкором крепите, то потом вам его будет сложно снять. Здесь просто вы сможете разрезать, либо развязывать узелочек и вынимать внутренние крепежи, они вам тогда точно не будут мешать. Все, завязали бант, чуть-чуть сейчас подровняем, чтобы не сильно лезало. Таким вот образом. Вот. И в таком виде букетик уже отправится на витрину.